Дорогие мои друзья, здравствуйте! Посмотрите, как преобразились мои денежные деревья, ну или толстянка их еще называют, после пересадки. Ну вот это вот, правда, вот это я не трогала, с ним не было никаких проблем, у него было все прекрасно, все хорошо. А вот это вот этот малыш и вот это вот денежное дерево старое, о котором я вам много рассказывала, ему уже больше 25 лет, дорогие мои друзья. Оно принесло мне немало страданий, немало различных проблем, потому что постоянно с ним какие-то приключались неприятности. Ну, немножечко, возможно, капризное оно, что ли, будем так называть. Дорогие мои друзья, в начале мая я обнаружила, что листики и стебли, вот эти вот стебли, у толстянки, вот у этой и у этой, начали краснеть, несмотря на то, что они все находились в одинаковых условиях. То есть вот эти вот два стояли у меня здесь на кухне, здесь в кухне на подоконнике. Это стояло чуть подальше, денежное дерево. Правда, я его перенесла, как стало тепло на улице, я перенесла его на балкон. Балкон у нас закрытый, естественно, даже когда было прохладно, это не должно было ему помешать. Но вот я вычитала, что покраснение происходит из-за яркого света, из-за того, что горшок переставляют в более яркое место для цветка. Возможно, вот с этим это и произошло, но вот это вот стояло вместе с этим, почему вот это денежное дерево осталось обычным зеленым, а это покраснело, я до сих пор не могу себе представить. Ну, в общем, дело даже не в этом, покраснело и покраснело, но дело в том, что вот у малыша у этого и у этого старого денежного дерева листья начали увядать. То есть они стали мягкими, тусклыми. Вот сейчас, смотрите, они блестят, и видно, что они наполнены жизнью. Смотрите, какие они плотные, твердые. И вот это то же самое. Вот, посмотрите, вот они, твердые. А в прошлый раз у меня есть видео, я оставлю ссылочку в описании под этим видео, и вы сможете увидеть и сравнить, что было и что стало. Дорогие мои друзья, ну, как я уже сказала, вот это денежное дерево не нуждалось в помощи, оно продолжало расти, правда, почему-то очень медленно. Подождем. Вот здесь, дорогие мои друзья, новые побеги. И что я сделала с этими денежными деревьями, вы можете увидеть в видео, которое я оставлю ссылочку, на которое я оставлю ссылочку в описании. Вот. Но я вкратце расскажу, дорогие мои друзья. Я подождала 1,5 недели, ну, в общем-то, постаралась каким-то образом вернуть им внешний вид, вернуть их к жизни, но никак не получалось. Я решила прибегнуть к крайним мерам, то есть я высыпала старую землю. В том видео у меня есть, как я проделаю вот именно с этим малышом, и обработала им все корни. То есть старые сухие корни там были, я их удалила, а новые, дорогие мои друзья, у них были, и поэтому я обрадовалась и обновила им землю, дренаж, естественно, и корни обработала марганцовкой, дорогие мои друзья. Ну и, соответственно, потом при поливе я тоже использовала слабенький раствор марганцовки, дорогие мои друзья. Ну, я почему-то вот решила именно воспользоваться марганцовкой, ничем иным, больше никакой химии. Это старый проверенный препарат, поэтому, ну вот видите, как помогло. Теперь вот они у меня вот так вот зажили новой жизнью, буквально где-то через неделю. Причем раньше оклемалась именно вот эта толстянка у меня, то есть старое денежное дерево. А молодое почему-то
чуть позже, ну, наверное, на недельку. Вот это вот через неделю уже листочки стали твердыми, блестящими, уже немножечко стали выпускать новые побеги. Листики, посмотрите, какими стали крупными, дорогие мои друзья, а были мелкие-мелкие. То есть вот именно, видимо, корневая система, корни, которые уже засохли, они, видимо, мешали росту денежного дерева, и, в общем-то, из-за этого были проблемы. Проблема эта разрешилась, слава богу. Теперь денежное мое дерево выглядит жизнерадостным, и старенькое, и вот это новенькое тоже. Я уже рассказывала, что вот это вот денежное дерево привезла нам, то есть отросток от маминого денежного дерева, которое росло на Урале, да, далеко очень, на Урале. Мама приехала к нам вот 20 лет тому назад это было, и привезла отросточек маленький от своего денежного дерева. Оно у нее было пышное, такое огромное, большое. Но, правда, вот она его потом отдала либо в детский сад, либо куда-то на предприятие, на завод отнесла, потому что она уезжала, и, в общем-то, она не хотела его оставлять в одиночестве. Она уезжала к нам очень часто и не хотела его оставлять в одиночестве, поэтому она его отдала в хорошие руки. Дорогие мои друзья, ну, дерево было очаровательное. И вот отросток вот этот вот уже много лет у нас, что только с ним не было, претерпевал он много изменений, и я его даже один раз хотела выбросить, потому что он сбросил всю листву, постоянно куда-то клонился, наклонялся, не хотел никак расти, но сын отстоял его и начал ухаживать за ним сам. Ну, в итоге мы, когда переехали, 3 года тому назад переехали в эту квартиру, взяли его тоже с собой, и я сделала ему полностью обновление, то есть обрезала, потому что листики у него были очень мелкие. Квартира у нас-то, окна выходили на запад, на теневую сторону, то есть там сзади у нас типа скверика что-то было, очень много деревьев, солнце попадало редко на закате, и то там краешек лучика к нам заглядывал. Видимо, поэтому ему не хватало солнечных лучей. Здесь оно немножечко преобразилось, но тем не менее вот пару раз все равно оно свои капризы нам здесь показало, дорогие мои друзья. Ну, скорее всего, я все-таки думаю, что виной тому были мы, не дерево. Дерево, прости нас, пожалуйста, и продолжай радовать нас своим внешним красивым видом, дорогие мои друзья. А в прошлом году или в позапрошлом, я уже точно не помню, в позапрошлом, по-моему, у меня есть тоже видео, ссылочку я тоже оставлю, я формировала крону вот этому вот денежному дереву, и от него, соответственно, тоже остались отростки. Один из них благополучно переселился, я тоже об этом уже рассказывала не раз, благополучно переселился к моей дочке на юг Москвы. И, в общем-то, живет там очень даже неплохо. Ему там нравится, дорогие мои друзья. А от него вот такие вот эти 2 росточка именно от того, то есть от сына вот этого дедулечки, вот этого нашего старого денежного дерева. То есть вот эти 2 толстянки получаются внуки вот этой толстянки, нашего старичка, дорогие мои друзья. В общем, все благополучно завершилось. Если у вас какие-то будут проблемы, то, пожалуйста, переходите на видео, где я показываю, как я реанимировала вот этих 2 денежных дерева, и возможно, что у вас тоже все получится. И ваши деревья будут, в общем-то, живы и здоровы, дорогие мои друзья, так, как и мои. Я очень рада тому, что мои денежные деревья вернулись к жизни. И теперь, дорогие мои друзья, заканчиваю свое видео.
на вот такой позитивной ноте. Хочу пожелать всем здоровья, всем добра. Пока-пока.